Ведомство, скажите, какие сейчас есть сложности и переход, и есть вот такие там уголовные дела с провокатором? Ну да, конечно. В непростое время, такое, можно сказать, революционное, которое было вызвано событиями в Киеве. Ну, сейчас сложности связаны с тем, что людям необходимо перестроиться на новый устрой работы. То есть, в этом заключаются все основные, самые главные сложности работы нашего ведомства. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали о том, что несколько человек отказывалось от этой должности, да? То есть получается, что вы не побоялись взять на себя такую ответственность? Ну, по поводу отказов предыдущих моих кандидатов на данную должность, это было опубликовано опять-таки в прессе. Меня спрашивали, я отвечала, да, были такие факты, и место мне о них известно. Вот. Я действительно не побоялась и не боюсь, потому что я считаю, что для меня это большая честь, и я буду стараться оправдать оказанное мне доверие. По крайней мере, все, что от меня зависит, я буду делать для того, чтобы люди увидели, что сейчас прокуратура работает и стоит на страже закона в интересах государства, в интересах великого теперь государства России, Святой Руси, и в интересах людей, которые здесь проживают. По крайней мере, первый шаг уже сделан, люди смогли свободно прийти на референдум и свободно проголосовать, сделать свой выбор, невзирая на то, что, к сожалению, власть Киева и Украины не понимали, не понимают и не поддерживали вот такой вот выбор народа. Они узурпировали в своих руках всю власть. Поэтому я считаю, что первый шаг мы сделали. Какой сейчас вот настрой, например, на ближайшее будущее? То есть это время большой работы, да? Время чего-то нового. Люди хотят перемены от всех этих структур, да? В частности, от прокуратуры. Настрой очень активной работы. Люди хотят действительно перемен, и люди хотят увидеть, что изменилось все в лучшую сторону. Потому что все жертвы, которые были принесены вот для такого результата, они не должны быть принесены впустую. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы народ понял, что Крым развивается и будет развиваться и процветать. Для этого мы все сделаем. Прежде всего, это борьба с коррупцией, это борьба с взяточничеством. Ну и в этом направлении мы будем работать. Дарья Владимировна, вот сейчас вы очень популярны в интернете, популярный блог. Скажите, пожалуйста, успели ли вы почувствовать эту популярность вот, среди не только Крыма, но и всей России, даже вот есть факт, что и за границей тоже сейчас достаточно такой популярный вот, образ нового борца, получается, да, в Крыму? Ну, по всей видимости, людей как-то смутила моя внешность, ну, смутила, может быть, в положительном смысле, для кого-то в отрицательном. Вот, популярность, для меня самая главная популярность будет, это когда люди будут понимать, что и оценивать мою работу. Мою работу как прокурора. Поэтому все зависит от работы. Я хочу, чтобы люди увидели со временем, время покажет, и оценивали меня именно по качеству и по результату моей работы. Вот еще такой вопрос. Да, буквально. Вы скажите, а вот есть такая информация, действительно ли пишут признание любви японские там, как фанаты аниме, там, действительно ли пишут, присылают рисунки? Мне лично они пишут, конечно, признание в любви, но мой ребенок, дочь моя, читает и очень тщательно отслеживает все публикации и вот эти вот моменты в интернете, поэтому со слов моих друзей и моего же ребенка я знаю, что да, действительно, вот такие публикации есть, комментарии и тому подобное. Ну скажите, вот у нас даже есть одна из таких фотографий, мне кажется, не фотографии, а работа, мне кажется, вполне себе достойно. Вот как можете прокомментировать тоже работы японских каких-то? Красивый рисунок. Красиво. Ну себе хоть узнаете на них? Да, узнаю, но, к сожалению, вот там украинская форма. Хотелось бы уже надеть российскую. Чтобы российская же, как говорится. Спасибо большое вам. Спасибо. 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 Спасибо.